Всем доброй ночи. Прежде чем начать этот ритуал, хочу попросить вас найти мою лекцию Вуду, чтобы понять, что Вуду – это религия, и она разделяется на магическую часть и религиозную, на поклонение и служение. Невзирая на все беды и трудности, которые выпали на долю черного населения Африки, эти народы свято верили и верят духам. И только благодаря своей вере они выжили. Выжили в рабстве, выжили во время гражданских войн, выживают и сейчас. Невзирая на то, что там поощряется неграмотность, что европейские хищники грабят эти богатейшие страны и недры их стран. Невзирая на все это, эти люди почитают, благодарят и верят духам природы, духам предков, своим богам. И эта вера и почитание были настолько велики, что даже будучи рабами, под страхом смерти, боясь обращаться к своим богам, они надевали маску христианским святым. То есть они, называя святой Патрик, имели в виду Легба. Говоря Святая Мария или Дева Мария, имели в виду Ошун. Всей душой и сердцем преданные вере своих предков, они выживали. И духи через сотни лет подарили им свободу, равноправие, относительное равноправие, формальное. И этот народ, разделенный, уходя на разные континенты, уносил с собой свои традиции и обычаи. И так образовалось худу. Это смесь традиции народов Перу, католических святых, Эшу, то есть духи африканских богов. Почему слово Эшу, она относится к Сантерее и к худу? Сейчас вам объясню. Тот ритуал, который мы с вами сейчас проведем, Эшу Кулона, Святой Дух или Священный Дух. Этот ритуал относится к сантерейской магии. Это смесь традиций народов испаноговорящих, латиноамериканских народов, или вообще испанцев, потому что он изначально зародился в Перу, в Аргентине, а потом перешел и в Испанию. Еще во времена такой ярой инквизиции. И тогда привозили рабов. Рабовладельчество имеет очень древнюю историю. Так вот, вместе с маврами потом перешло. Все это вперемешку создало одно из направлений вуду – Сантерея. Санта – слово святое. Религия святых или вера в святость или в святых. Мечтаю когда-нибудь попасть в магазин сантерийской магии. Там такие причудливые фигуры. И колдунья Изабель из Библии. И кого только там нету. И если вы наберете, например,
Сантерея, алтари. Там и святые, Христос, и Черный Бог, и Легба, и мама Бриджит, и все вперемешку. Это все считается нормальным. Сантерея, она основана на уважении всех духов, всех святых, всех сил. Вам может показаться это абсурдным, а на самом деле это просто призыв силы всех могущественных эгрегоров, религий мира. Так вот, слово «эшу» зародилось в Сантерии. Когда из Африки привезенные люди не могли открыто говорить, что они поклоняются своим духам, боялись это говорить, то они заменили слово «духи» на слово «эшу», «иешу», «Иисус». Но на самом деле к Иисусу это слово не имеет никакого отношения. Но под страхом смерти было запрещено поклоняться своим богам, предкам. И поэтому заменяли, как я уже сказала, католическими святыми, маскировали таким образом. Поэтому у каждого бога Вуду есть католическая маска, так называемая. Так вот, Эшу, дух Кулона, всемогущий дух или святой дух, или древний дух, так переводится. Обычно Эшу Кулона чаще всего это призыв к Легба. Он хранитель перекрестков. То есть по его разрешению боги могут прийти своим духом или отправить своих посланников услышать человека. И поэтому колдуны, прежде чем проводить какой-либо ритуал, открывали перекрестки. Это традиция Вуду. Многие, кто говорит о Вуду, о том, что занимается магией Вуду, даже близко не знают Вуду и представления не имеют вообще, что это такое. Понимаете? Но называют себя, еще слово новое придумали, вудуисты, что вообще не существует в природе, вудуистов. Ну, хорошо. Итак, Ибаракуа Эшу Кулона – это открытие перекрестков, древние заклинания. Но мы с вами используем это вместе с призывом. Призывом о благополучии, призывом о щедрости мироздания по отношению к нам. Если вы хотите приумножить имущество свое, я вам давала огромное количество работ. При умножении имущества идет не из понятия жадности, а из желания помочь своим близким, родным, детям подарить. Приумножить имущество – это не значит только для себя. Оно приходит, и вы можете этим делать, что хотите. Хотите подарить своим детям, хотите купить им новый дом, квартиру, может, они поженились, создали семью и так далее. Для этого вам нужен крепкий напиток. Это бренди, текила, это любой алкоголь, в принципе, коньяк. Вино здесь не подходит. Далее. Золотая, то есть золотистая или желтая свеча, красный алтарь, кофе и корица. Вот корица именно в таком первозданном виде, потому что мы будем сжигать. И как бы вот аромат, молекулы, да, корицы вместе с кофе перемешанные, мы отдаем вызванному духу дар, жертву. Итак, нужно разложить атрибуты богатства. Можете украшения, золотые, серебряные, бижутерия не подходит для алтарей. Там все должно быть настоящее, естественное. Далее.
деньги. Вот я здесь разложила несколько монет. Ну, это так, символически. Можете свои банковские карты разложить. Атрибуты богатства. И зажигая по одной палочке корицы, читать. Читать можете столько раз, сколько просит душа. 10 раз, 20 раз, 30 раз. Вот, когда вы будете читать, будет ощущение, как будто бы вокруг все оживает. Вуду, кто пробовал, кто проводил вуду, ритуалы, они вам скажут, что это один из сильнейших направлений магии. Вот если в других направлениях можно сомневаться или не сомневаться, это уже не имеет такого прям значения. В любом случае оно сработает. Вуду нужно проводить просто со 100% верой. Если вы будете сомневаться в силах вуду, вы их обидите. Поэтому пока вы не знаете мой канал, не знаете мои работы, начните с других работ. А если вы уже проводили, вы знаете, что другие направления вам помогают, смело начните проводить вуду. Вуду не только для практиков. Просто нагнали жути, таинства, и люди как-то начали бояться вуду. Слово вуду, оно же звучит как-то страшновато. На самом деле вуду исцеляет, вуду поднимает чуть ли не со смертного одра. Вуду точно такая же магия, которую можно использовать и в хороших, и в плохих целях. Это напрямую связь с миром духов. И поэтому здесь сомнений быть не должно. Вот в этом направлении не должно. В других направлениях могут быть сомнения, могут не быть. Можете проводить, можете нет. Можете проводить и думать, получится или нет. Там ничего плохого не будет. Здесь не должно быть, поэтому думайте много раз. Если сомневаетесь, пока не трогайте вуду. Один раз я помню, когда то, что я просила, сбылось, и сделала я куклу. И, кстати, кукла вуду, извиняюсь, не обязательно в плохих целях делается. Тоже не обязательно, чтобы губить. Очень много кукол вуду для того, чтобы получить богатство, удачу, понимаете, власть. И у меня получилось. Ну, естественно, у меня всегда получалось, в принципе, вуду, но на сей раз прям получилось настолько для меня неожиданно, что даже я удивилась, что оно вот прям очень быстро получилось. Я тоже ожидала результат чуть позже. И я иду и думаю, неужели вот какая-то тряпка, вот тряпичная кукла смогла мне вот в этом помочь? Вы знаете, оса вот просто вот мгновенно у меня ударилась прям о глаз и укусила, и просто у меня глаз опух до неузнаваемости. И очень болючее потом было состояние. Я поняла, за что меня наказали. За мысли неуважительные. Я получила, что я хотела. И засомневалась. А вдруг это, отсюда ли? Или само просто решилось? Вот, собственно говоря. Но если вы сделаете все правильно, у вас очень скоро, то есть вы ощутите, насколько быстро начнут приходить деньги. Здесь желательно проводить несколько вечеров или ночей кряду. Желательно, но даже после первого у вас будет результат. Итак, я вам перечислила, что нужно делать. Это все оставляйте на алтаре. Украшения и прочее можете убрать. Подношение можете, если вы не хотите, чтобы оно было на виду, вы можете поставить где-нибудь на подоконнике. Или оставить, например, у вас, если вы в частном доме живете, можете оставить во дворе.
а на следующий день выкидываете. Просто вылейте под дерево. Или, на землю желательно. Да, здесь еще гвоздика. Несколько штук кидается в алкоголь. Вот такие они духи, и им нравятся разные причудливые, собственно говоря, подношения. Иногда они просят перец с кофе, и такие есть подношения. То есть несочетаемые вещи, казалось бы, но лимон с алкоголем смешанный и так далее. Собственно, я стараюсь научить и объяснить, насколько возможно, подробно, почему, как, каким образом это все происходит. Итак, заговор следующий. Мы должны с вами зажигать корицу, насколько это возможно. Вот таким образом. Если она прям не горит, можно держать над свечой. Вот. Я сейчас просто покажу, и, естественно, остальное я уже буду делать по-другому. Вот тлеет, видите? Ай, приятный вкус. Ой, то есть запах, аромат. Вот таким образом можете окуривать. Давайте я пока вот так вот положу, начитаю, а остальное вы... Ой, у меня коты прыгают, всякие звуки издают. Итак, заговор следующий. Эшу кулона и баракуа. Эшу кулона и баракуа. Эшу кулона и баракуа. Эшу, приди духом своим, сойди на мой алтарь приумножения. Сойди на мой алтарь благословения. Сойди на мой алтарь благодарения. Мы просим богатства, мы ждем благополучия, мы ищем благоденствия. И мы все это получаем. О, Эшу кулона и баракуа. Реки стекаются воедино, и богатство соединяется воедино в моем доме. Вода совершает круговорот в природе, так и богатство совершает круг и возвращается ко мне. О, Эшу и баракуа, благослови мой алтарь. Через все стекания и круговороты мы получаем богатство. Благословляю тебя, Эшу кулона и баракуа. И ты благослови нас, открой перекрестки удачи, открой перекрестки богатства, открой перекрестки благополучия. И баракуа Эшу кулона, и баракуа Эшу кулона, и баракуа Эшу кулона. Аше, аше, аше. Эшу кулона и баракуа, Эшу кулона и баракуа, Эшу кулона и баракуа. Эшу, приди духом своим, сойди на мой алтарь приумножения, сойди на мой алтарь благословения, сойди на мой алтарь благодарения. Мы просим богатства, мы ждем благополучия, мы ищем благоденствия, и мы все это получаем. О, Эшу кулона и баракуа, реки стекаются воедино, и богатство соединяется воедино в доме моем. Вода совершает круговорот в природе, так и богатство совершает круг и возвращается ко мне. О, Эшу и баракуа, благослови мой алтарь. Через все стекания и круговороты мы получаем богатство. Благословляю тебя, Эшу кулона и баракуа. И ты благослови нас. Открой перекрестки удачи. Открой перекрестки богатства, открой перекрестки благополучия, и баракуа Эшу кулона, и баракуа Эшу кулона, и баракуа Эшу кулона. Аше, аше, аше. Эшу кулона и баракуа, Эшу кулона и баракуа, Эшу кулона и баракуа. Эшу, приди духом своим, сойди на мой алтарь приумножения, сойди на мой алтарь благословения, сойди на мой алтарь благодарения. Мы просим богатства, мы ждем благополучия, мы ищем благоденствия, и мы все это получаем.
О Эшу, Кулона и Баракуа, реки стекаются воедино, и богатство соединяется воедино в доме моем. Вода совершает круговорот в природе, так и богатство совершает круг и возвращается ко мне. О Эшу и Баракуа, благослови мой алтарь. Через все стекания и круговороты мы получаем богатство. Благословляю тебя, Эшу, Кулона и Баракуа, и ты благослови нас, открой перекрестки удачи, открой перекрестки богатства, открой перекрестки благополучия. И Баракуа, Эшу, Кулона, и Баракуа, Эшу, Кулона, и Баракуа, Эшу, Кулона. Аше, Аше, Аше. Эшу, Кулона и Баракуа, Эшу, Кулона и Баракуа, Эшу, Кулона и Баракуа, Эшу, приди духом своим, сойди на мой алтарь приумножения, сойди на мой алтарь благословения, сойди на мой алтарь благодарения. Мы просим богатства, мы ждем благополучия, мы ищем благоденствие, и мы все это получаем. О Эшу, Кулона и Баракуа, реки стекаются воедино, и богатство соединяется воедино в доме моем. Вода совершает круговорот в природе, так и богатство совершает круг и возвращается ко мне. О Эшу и Баракуа, благослови мой алтарь. Через все стекания и круговороты мы получаем богатство. Благословляю тебя, Эшу, Кулона и Баракуа, и ты благослови нас. Открой перекрестки удачи, открой перекрестки богатства, открой перекрестки благополучия. И Баракуа, Эшу, Кулона, и Баракуа, Эшу, Кулона, и Баракуа, Эшу, Кулона. Аше, Аше, Аше. Да будет так. Проводите этот ритуал, и вы увидите силу ритуала Вуду. Желаю всем благополучия, и пусть духи всегда будут с вами. Тогда вам ничего не будет страшно. Всем удачи!